Всем привет, с вами Дэн, и как видите, российский бренд Брилер, и я вам уже пару лет назад показывал их первую модель в квадратном корпусе, конечно, на кварце, и сегодня долгожданная новинка на механике, и это часы в круглом корпусе. Ну, если вы вдруг не смотрели тот ролик, обязательно посмотрите, я ссылку на него оставлю в описании к этому видео. Это, конечно, потрясающие вещи делает Брилер. Это флорентийская мозаика, которая создается с помощью плотно подогнанных друг к другу кусочков произвольной формы, необходимой для формируемого изображения. И особенностью техники флорентийской мозаики является тщательная подгонка без швов каждого элемента создаваемого изображения. И, конечно же, картина на циферблате выкладывается вручную разноцветными природными камнями. Все камни уникальны, и поэтому даже если это тот же самый сюжет на циферблате, то, конечно же, одинаковых часов не будет никогда. И давайте коробку открывать, смотреть, что там внутри. А внутри абсолютно в каждых часах есть вот такое вот заключение эксперта. Важный момент. То есть здесь выдается сертификат заключения гемолога минералогической лаборатории Российской академии наук с индивидуальным номером. Ну вот конкретно к этим часам вот тоже вот такая вот идет карточка. И уже добавляет уникальности, конечно же, каждым часам. И, собственно, часы. Вот они. Давайте так, сниму сейчас пленку и будем про них уже детально с вами говорить и разбираться. Ну и как по-вашему? Я же сказал, что здесь механика. А что может быть лучше, чем механика? Конечно же, механика на ручном заводе. Да. Здесь Селита 210 1B, Швейцария, на ручном заводе. Этот механизм 28 800 полуколебаний в час, 42 часа запас хода, 19 камней. И механизм очень-очень тонкий, всего 3,35 миллиметра по высоте. Вот такая вот красотулечка здесь. Ну, собственно, я немножко отвлекся. Давайте поговорим про главное, конечно же, а помимо характеристик, про собственное изображение, вот эту мозаику на каждом циферблате. Я вам сегодня покажу несколько версий. Давайте сразу быстро по характеристикам пробежимся. Здесь корпус 316L сталь, полировка плюс сатинирование, то есть у нас зеркальная полировка идет по ранту, по ребру корпуса, остальная часть идет сатинирование, и нижняя часть и по задней крышке тоже идет с зеркальной полировкой. Красивый круглый корпус, среднеразмерный, здесь 42 мм по диаметру, высота 10,5 мм. И давайте сразу посмотрим от ушка до ушка. Важный момент, сами понимаете. Здесь 49 мм. Ну и на 22 мм здесь по ремешку ширина, поэтому можно любые сторонние ремешки ставить. Здесь понятно, что пока это такая тестовая версия, то есть ремешки, возможно, будут меняться уже на финальных моделях. Я вам пока показываю те, которые стоят в данный момент, вот на моделях, которые можно вам показать для ролика. Дальше идем, значит, 50 метров водозащиты, то есть вполне можно под дождь попасть, руки мыть в этих часах, но я не думаю, что кто-то в здравом уме вот с такой красотой там будет куда-то в бассейн, или хотел бы в бассейн, это, наверное, странно. 2 года гарантия по этим часам, и стекло сапфировое. Как на передней крышке, так и на задней крышке здесь тоже идет сапфировое стекло. Ну и новая коллекция у Брилер вышла, и она называется «Что наша жизнь», вдохновляется произведением Пушкина «Пиковая дама», а точнее, как говорят в Брилер, знаменитой фразой из арии Германа с одноименной оперы Чайковского. И как раз таки вот на такой философский вопрос каждый, наверное, для себя находит, а может быть и не всегда находит ответ. Вот 4 версии. Здесь, как видите, абсолютно разные циферблаты в абсолютно разной цветовой гамме, но при этом они объединяются как раз-таки вот этим вот самым вопросом, что наша жизнь. И как раз, как видите, здесь все связано именно вот с игрой, да, что наша жизнь, игра или нет, да, неизвестно, у каждого, наверное, свой ответ. А дальше давайте по
Теперь по цене скажу. Значит, цена на предзаказ этой модели будет 150 тысяч рублей до 1 ноября. С 1 ноября цена будет уже 175 тысяч рублей. И, кстати, они еще дают скидку 7%, если покупатель подписывается на канал в Telegram или в ВК. И, как всегда, у Brillier большая возможность по кастомизации. Например, можно заказать, циферблат под заказ со своим сюжетом. Он будет стоить дополнительно всего-таки 35 тысяч рублей. Срок производства до 5 недель. Ну и, как всегда, у Brillier это скорее... Да, это понятно, что с одной стороны это часы, с другой стороны это эмоции, это смыслы, это картина, это флорентийская мозаика, это ручной труд, это сложно, это уникально. И это, конечно, я бы сказал, в каком-то плане коллекционно, но при этом это искусство можно носить и на запястье, да, под настроение, под определенный стиль, время от времени. Ну, в принципе, может быть и каждый день, если вы считаете, что ваше настроение подходит под то, что, например, на циферблате ваших часов. Почему бы нет? Да, конечно, вы скажете, Дэн, но здесь сочетаемость определенной сложности. Безусловно. И я считаю, что это правильно, потому что, да, несмотря на то, что это все-таки как бы часы, но в большей степени это предмет искусства. А предмет искусства не должен отвлекать на что-то такое бренное, да, в данном случае на стрелки. Они здесь есть, конечно же. Вот секундная стрелка прям хорошо, да, вот у нас видна сейчас под этим освещением. А есть еще часовая, минутная. Они такие скелетонированные, они очень тонкие, они не отвлекают. То есть, да, время можно посмотреть, можно присмотреться. Здесь даже есть метки, на самом деле, на внутреннем ранте, такой с наклоном, с тонированием, очень красиво сделано. И, в принципе, для читаемости это удобно. То есть, время можно посмотреть. На каких-то моделях это видно лучше, на каких-то моделях это видно хуже, но, тем не менее, время вполне себе эти часы показывают. Но главное, это как раз-таки, что на циферблате. Помимо того, насколько это сложная, интересная и древняя работа, здесь еще и как раз-таки определенный смысл, да, того, что изображается, и то, что вот именно у вас на запястье. Поэтому на втором плане читаемость, и это правильно. Иначе они воспринимались бы не так, может быть, единым целым, не таким единым целым, как вот сейчас, когда мы времени как будто бы не замечаем, мы на него не смотрим, мы смотрим на смысл того, что у нас на циферблате. И, по-моему, это здорово, и, по-моему, это правильное решение. Напишите в комментариях, как на ваш взгляд. Но мне кажется, если вам подарили, вы сознательно покупаете эту модель, выбираете конкретный вот рисунок, конкретную картину, то объективно вы понимаете, для чего эти часы у вас на запястье. И что это скорее искусство, нежели часы. Поэтому вот разное может быть восприятие. Понятно, что у апологетов того, что вот часы должны показывать время, дату, день недели и все, наверное, это и не их продукт. И это здорово, потому что когда у нас есть разная возможность выбора, у нас есть просто часы, у нас есть там люксовые часы, у нас есть кварц, у нас есть механика, у нас есть часы, которые больше в предмет искусства уходят, нежели именно вот в какую-то хорологию. Это здорово, на мой взгляд. Но при этом, понятное дело, что здесь и на заднюю крышечку посмотреть есть на что, и, по-моему, это важный плюс. Если вы хотите мое мнение, да, вот глобально, чем отличается, скажем, новая модель от квадратной, конечно же скажу, конечно, корпусом, то есть здесь уже корпус такого хорошего, очень уверенного качества, я бы сказал, премиального качества. Здесь механизм швейцарский, дорогой, на ручном заводе, шикарно. И это плюс, потому что, на мой взгляд, наверное, с учетом того, что здесь сложная работа, здесь ручная работа, здесь, опять же, мозаика, к ней должен подходить корпус и механизм, который, наверное, ей больше соответствует. И вот, наверное, механика подходит лучше, нежели кварц. Ну, опять же, напишите ваше мнение, будет интересно. Может быть, подискутируем. На мой взгляд, это правильное направление, это правильное решение, и как раз-таки вот они идут в верной дороге. Такой уже более зрелый, более качественный, гораздо более качественный продукт, и здесь шикарно сделан корпус, но, конечно же, все внимание на циферблат, и циферблаты здесь потрясающие. Мне нравится, что здесь, несмотря на то, что это же камень, да, из кусочков это все делается, но какой-то вот магический эффект, что ли, что это такой мягкий переход везде.
Как будто эта кисть художника писала эту картину, а не из кусочков природных камней выложена эта мозаика. И знаете, это интересное впечатление, это интересная эмоция. Вот реально, особенно когда немножко издалека, так сантиметров 30 смотришь на часы, вот этот эффект, он прям проявляется. Тебе кажется, что, возможно, эту картину написали. Потом смотришь, нет, это камень. И это здорово. Слушайте, эффектно, очень даже эффектно. Очень эффектно, круто. Но в России теперь делают уникальные вещи, и, по-моему, это классно. Не только что-то такое прям банальное, примитивное, но и действительно то, что можно на конкурс отправить. И, кстати, Брилер свои модели отправят на конкурс. Они будут участниками конкурса «Лучшие российские часы 2025 года». Это здорово. Ну, как вам на запястье? Интересно. Мне кажется, интересно. Особенно, знаете, вот здесь цветовая гамма практически по всем моделям, особенно вот в этом варианте, она очень сдержанная, она такая не кричащая. И мне нравится, как эти часы смотрятся на запястье. Вот нравится, что здесь красивый корпус, он хорошо сделан, и при этом циферблат, он не кричит о себе. Это здорово. И он не такой уж и большой на самом деле. То есть, хотя 42 миллиметра, но вполне себе универсальная модель. Вот у меня запястье 18,5 и посадка шикарная. Ну и, наверное, эти часы, если бы они были 38 там, или 40, было бы маловато, потому что здесь-то основное внимание на циферблат. И этот циферблат, нужно на него смотреть, нужно его разглядывать, нужно им любоваться. И поэтому, по-моему, 42 окей. Опять же, интересно, с учетом текущего уменьшения объема корпуса, диаметра, что бы вы хотели, да? Мне кажется, что Брилеру будет интересно послушать, хотите ли вы 38 или 40, или действительно 42 для этих часов в самый раз. Интересный момент. Мне кажется, что этот размер окей. Возможно, если запястье небольшое, то было бы здорово иметь что-нибудь типа там 38-39. Что касается веса, то немного, 79 грамм всего. Ну и, конечно, в макро мы уже видим, что здесь камень. Что здесь ручная работа, что здесь очень все тонко, скрупулезно, сложно и здорово. Красота. Ну и раз уж про корпус говорили, давайте корпус посмотрим. Есть на что посмотреть. Очень приятно все сделано. Очень приятно. Что хочу сказать по итогу. Мне кажется, направление, в котором движется Брилер, абсолютно правильное. Они сейчас сделали часы более цельными, более дорогими, если хотите, как в прямом, так и в переносном смысле. Они развиваются, они выпускают не просто коллекции, а смыслы. И вы можете подобрать смысл, который больше вам подходит. Понятное дело, что это не просто часы, ну мы об этом уже с вами поговорили, это больше в искусство, но это здорово. Такие часы, конечно же, тоже должны быть на рынке, и сделаны они превосходно. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, конечно же, увидимся.